Всем привет, меня зовут Лиен, вы попали на мой вязальный канал, но это видео будет посвящено не совсем вязальной теме. Я хочу показать вам небольшой отрывок или большой отрывок со своего путешествия недельного в Южную Корею. Если вы первый раз на моем канале и не знаете, я жила 3,5 года в Южной Корее, училась там, и с тех пор, как я оттуда уехала, прошло уже 3 года, поэтому мы хотели с молодым человеком в этой поездке понять, как поменялись наши ощущения к стране, изменилось что-то или нет, как в целом там обстоят дела. Вот, это все мы увидим в этом видео. Заранее хочу сказать, что я снимала на телефон и с собой микрофон не брала, поэтому очень много будет шума с улицы. Я не умею это все как бы бесплатным как-то образом замазывать, поэтому если вы смотрите в наушниках, будьте аккуратнее, но я постараюсь на монтаже все это сгладить, вырезать какие-то очень яркие звуки. Также мне всегда приходилось очень аккуратно снимать. Иногда у меня камера будет трястись, либо резкие какие-то повороты, которые я не захотела, возможно, как-то вырезать, потому что в Корее очень аккуратно нужно быть с этим, нельзя снимать лица чужие и выкладывать их, вас за это могут оштрафовать. Я старалась никого не снимать прям близко, но там есть, конечно, лица, которые там издалека, я думаю, никто из корейцев не дойдет до вот этого моего видео, поэтому уж не буду их всех блюрить, вот. Поэтому если какие-то будут такие моменты со звуком или с резкими поворотами камеры, вы уж извините, я старалась избегать просто всего, что возможно. В тайм-кодах я оставлю дни, что как было, просто напишу там субботу, воскресенье, понедельник, вторник и так далее, чтобы вам было удобнее найти. Если вы хотите посмотреть только вязальный контент, тогда переходите сразу на пятницу, потому что только в пятницу, по-моему, будет что-то про вязание, про пряжу. Ну, конечно, в остальных днях там что-то мелкое такое попадалось, а вот основное про вязание, там про магазин вязания, про вязальную встречу, можно так сказать, с Катей, будет в пятницу. И наше путешествие, оно просто произошло в такой период дождливый, во-первых, во-вторых, в период праздников, поэтому много чего было закрыто, из-за дождей не получилось много где погулять, поэтому я не смогла посетить многие магазины вязальные, которые мне хотелось бы. Да и на самом деле, знаете, я как-то, очутившись там, перестала думать про пряжу и про вязание, поэтому вот буквально к концу поездки у меня только всплыли мысли, что, блин, мне же надо что-то снять про пряжу, про вязание, поэтому вот только в пятницу у меня что-то получилось сделать с этой темой. Думаю, иногда буду появляться в некоторых промежутках между днями и что-то рассказывать, а так давайте перейдем к самому началу, поэтому желаю всем приятного просмотра, и покупочки я покажу в самом конце видео тоже. Собираю чемодан, через 2 часа уже выезжать в аэропорт, но я как обычно. Хотя нет, я раньше заранее намного собирала, но сейчас из-за того, что половина чемодана у нас только ручная кладь, в ту сторону будет 7 килограмм. Я не знаю, здесь 7 килограмм получится или нет. Надеюсь, не превысит. Просто меня с детства приучили обязательно в гости ехать с подарками. Я как бы не в гости еду, но все равно буду встречаться со своими подругами, со знакомыми, поэтому у меня половина чемодана — это вкусняшки, это вьетнамские подарки. Кофе, правда, растворимый, потому что обычный, ну, нормальный, который заваривать я бы не смогла. Повезти он слишком тяжелый, а у нас всего один вот маленький чемодан. Ну и всякие такие штуки в виде манго сушеного, чай с лотосом, печеньки. Здесь вообще для подружки соусы для готовки, там всякие конфеты, пряжа чуть-чуть. Тут тоже конфетки разные. Тяжелые, блин. Это мне придется вообще в сумку, в шопер с собой убирать. Вот. Ну и там по мелочи мои вещи, чуть-чуть парни вещи. Главное, чтобы не превысило 7 килограмм, потому что сам чемодан тяжелый. Я поняла, что нужно покупать легкий чемодан, но легкие чемоданы, они сильно пробиваются постоянно. Вот этот чемодан прям хороший. Я его покупала в Сеуле где-то года 4 назад, наверное, и он до сих пор живой. Еще всегда на чемодан надеваю сверху потом вот такой вот кейс, как будто я пеленую его. Потом покажу, как это будет смотреться. Вот. Не верится, что наконец-то скоро выезжать. Вообще никаких правил дорожного движения, просто вот так все стали и смотрят на этот концерт, который проходит в каком-то ресторане. Даже не концерт, это просто дети, переодевшиеся, проходят, играют в барабаны, собирают деньги.
потому что детский праздник середины осени. Если в Корее Чусок это семейный праздник, то здесь он детский. Вот. Các bạn vừa xem tôi 선반을 여실 때에는 비행 중 이동한 짐이 떨어질 수 있으니 주의하시고 잊으신 물건이 없으신지 다시 한번 살펴주십시오. Мы заселились в студенческом районе. Мне здесь очень нравится, потому что вокруг разные кофейни, рестораны, но пока что еще 10 утра, все закрыто. Погода дождливая, приятная. Мы пришли в очень традиционное место. Здесь, в принципе, недорого. Мы заказали то, чего нет на картинке. Тямпон 8 стоит тысяч. Потом покажу, что это такое. И мой манду. Вот, все. Выглядит очень просто. Я люблю такие места. И вкусно. Когда в такие места приходите, ложки и палочки находятся сбоку. Не теряйте. Камсамнида. Вау, такая большая тарелка. Этот огроменный суп. Я не знаю, здесь на троих, на четверых порция. Получается острый суп с морепродуктами. Стоит 8 чоников. Это примерно 800 рублей, да? Правильно? 480. Это 480 рублей. Это стоит 6 чоников. 360 рублей. Мне кажется, очень дешево. Вот такая красота. До заселения в отель еще 2 часа. Мы уже находились, нагулялись под дождем, промокли. Я вся мокрая и холодная. Такие огромные кружки. Я взяла американо, Тимур капучино. Будем отогреваться, еще 2 часа сидеть. Идем кушать вот в такое место. Здесь жареная уличная еда. Вот так у нас вышло. Это одень, кимпап с крабовыми палочками и разные жареные штуки. Здесь есть креветки, еще что-то. Так получилось, что мы приехали в Корею в праздник. Праздник был 6 октября. Называется он Чусок, праздник середины осени, праздник урожая, праздник, когда собираются все вместе со своей семьей, отмечают, потом поминают своих ушедших предков. Ну, как мне сказали, что в последнее время эти традиции уже потихонечку уплывают. И вот я сама заметила, что в праздник сейчас корейцы просто куда-то едут. То есть мы ехали в Корею, корейцы приехали к нам в Вьетнам отдыхать. Ну, где-то у себя там по стране на курортах они тоже отдыхают. А так вот в этот праздник очень много всего было закрыто. Кафешки, рестораны. Но что-то нам, конечно, удавалось найти, чтобы покушать. Потом уже числа, наверное, 9-10 все потихонечку началось открывать. Слава богу, хотя бы где-то нам повезло. Мы вышли кушать. Сегодня Чусок. И реально все закрыто. Не знаю, хотя бы одно место найти, где будет что-то работать. Но доставка, кстати, работает. Доставщик приехал. Най. Вот Тимур с сосиской кимчи, а я взяла карри с рисом. Вот так вот вкусняшка. И он еще хочет суп налить нам. Я пойду налью кимчи. В общем, вот так заказываешь блюдо, и можно бесконечно себе накладывать кимчи сколько хочешь, и также бесконечно наливать суп сколько хочешь. Очень вкусно все. Как на базар оделась. Все подряд, но главное, чтобы было тепло. Сегодня Чусок, день Чусока, мы сейчас ждем поезд в Инчон, Инсадон, в Инчон еще рано ехать. В общем, мы поедем в такой туристический район Инсадон. Надеюсь, что там хотя бы какие-то кофейни работают, потому что многие места
сейчас закрыты, покушать которые, хотя вот вечером мы сейчас проходили, там кое-что открыто было. Гулять особо пешком, наверное, не получится, потому что холодно достаточно, несмотря на то, что мы так сильно утеплились, но все равно под дождем гулять, и потом как-то простыть не очень хочется. Плюс здесь еще мне очень не нравится, что в Корее, несмотря на то, что погода как бы холодная сейчас, идут дожди, они везде включают кондиционеры. Вот мы сейчас зайдем в метро, там 100% будут кондиционеры включены, и когда мы в кафе тоже заходили, очень холодно, все пьют, как обычно, холодный, с айс, какой-нибудь там кофе, айс американо, но и кондеры, и кондеры очень сильно работают, поэтому здесь всегда мерзнешь, не знаю. Если посмотреть на людей, они как будто бы не очень тепло одеты, многие тоже просто рубашка, какая-то кофта, и при этом им не холодно, как-то так. Но я сильная мерзлячка, и даже зная это, почему-то я не взяла с собой теплую одежду. Вот, нужно будет в следующий раз думать получше. В метро есть вот такая красота. Я так понимаю, что здесь вход, я просто не помню вообще это место, либо новое, либо я никогда просто не выходила отсюда. Из метро сразу в кафе. Но вроде это не торговый центр. Часто бывает, что торговый центр прямо из метро вот так вместе соединены, и ты выходишь, попадаешь в такое место. Но здесь небольшой такой садик, и там получается вход в библиотеку. Мы сейчас посмотрим, может туда зайти или нет, посмотреть. Давай почитаем. Да, вход свободный, потому что там написано, что это библиотека, но это, скорее всего, книжный магазин, просто называется библиотека. Не знаю. Ну да, здесь, видите, все продается, и там везде книги. Очень красиво. Так спокойно здесь. Несмотря на праздник, все равно работают многие заведения, места. Ой, у нас такое продается. Во Вьетнаме очень дешево. Причем на Лазаде я видела такой. Тут, наверное, в 3 раза дороже. Я думала, это только вот эта часть магазина. Сейчас посмотрела, оказывается, вообще справа. Это очень похоже на Кёбо. Я не вижу названия этого магазина. Там еще вот туда вдаль. Очень-очень много рядов. Сейчас все посмотрим. Ну, вообще у нас не было в планах покупать книги. Просто зашли погреться, посмотреть, потому что на улице холодно. Я вам хочу показать некоторые красивые корейские обложки. Ой, это я, кстати, читала. Миндаль. Такая неплохая короткая книжечка. У нее очень хороший рейтинг в Корее, но мне не прям совсем понравилось. И вот это я тоже читала. «Магазин снов» мистера Теллергута. Только первую часть. Вторая часть тоже есть, но вторую часть читать не буду. Очень такое уютное чтение. Остальное я, по-моему, еще ничего из этого не читала. Просто мне очень нравится оформление и обложки у корейских издательств. Вот это красиво очень. Тут можно посидеть, почитать. Дедушка читает. А бабушки тоже сидят. Ой, Тимур. Короче, да. Можно посидеть, почитать книгу. Еще в книжном нашла вязаные шоперы. Вот эти синие и красные, 20 000 вон стоят. Мне очень нравится, как это выглядит. Не понимаю пока, что там, как связано. Ну, вроде это ручная работа, крючком. Просто как необычно. Может, машинкой. И вот это вот тоже. Похоже на спицы. Она стоит чуть дороже, по-моему. Где-то видела ценник. Они дешевле 15 000 вон. Симпатичная. Пьем кофе, мега кофе. Просто кружка размером с мою голову, очень большая. И в этот раз я взяла американо с хейзелнат, с лесными орехами. И там за нами какая-то целая делегация полицейских стоят, работают сегодня в праздник. И сзади нас какие-то детективы сидят. Но я не буду никого снимать, вдруг меня посадят. G-Dragon. Тут всегда у кофеин есть какая-то звезда, которая сейчас рекламирует особый напиток. В общем, здесь подряд идут такие популярные кофейни, недорогие. The Venti, Pektabang, что-то там еще и Мега Кофе. Я вот люблю самое последнее Мега Кофе. В них обычно не очень дорого стоит и вкусно. Мне очень нравятся в Корее такие места, где все ресторанчики собраны в одно место и над ним есть крыши. То есть сейчас в дождь можно спокойно вот так
по улочкам пройтись. Правда, здесь половина ресторанов закрыта, что-то работает, что-то нет. И это вокруг. Мы вот сейчас сидели в кафе, получается, где-то там за углом. Можно так вокруг пройтись и посидеть, покушать. Те рестораны, которые открыты сейчас, они прям полностью забиты, потому что многие, видимо, не хотят в часок готовить дома. Кто-то выходит, кто-то не отмечает, видимо, с семьей. Вот такие дела, люди ходят. Думала, что совсем будет сегодня пусто, но нет, все-таки кто-то еще есть. Вот у меня такой смешной лук, здесь не видно, но я как будто бы реально собралась куда-то в горы. Завтра поеду к подруге, она мне что-нибудь даст надеть потеплее. Ну ладно. У меня еще обувь без пятки. Вот так вот. Стоптала, да. Это корейская привычка покупать нормальную обувь и потом стаптывать пятку. Я так сделала, потому что эта обувь мне немножко маленькая, жмет. Я сделала это не сейчас, еще в Вьетнаме. Но, кстати, удобно очень, привыкла так ходить. Должны были быть туфельки, но почему-то мне часто приходит маленький размер. У меня нога маленькая, но широкая. Поэтому так стаптываю, и получаются красивые сандалики. Еще в дождь в белых джинсах. В корейском метро мне очень нравится то, что здесь обозначают всегда номер входа. Можно договориться с подругой, например, заходи в вагон номер 10-2. Мы всегда так делали. Вот, 10-2 это почти в конце находится. И потом очень удобно по этим вагонам определять, где лестница и переход на следующую ветку, чтобы добраться быстрее и успеть пересесть на другой поезд. Вот это пришел наш поезд. Заходим в любимый круглосуточный магазин. Я их очень люблю за то, что здесь можно всегда купить что-то интересное. Так, да, сейчас наш любимый стенд. Вот мой любимый стенд – это еда. Самгаки, кимпапы. Можно всегда сэндвич купить. Они здесь, в принципе, недорогие и очень вкусные. То есть не ощущается сухость, потому что каждый день завозят свежие. Можно также купить бургеры. Также здесь на полках очень много разных напитков в виде кофе, чая. Самое популярное – это молоко банановое, клубничное. Я, кстати, банановое почему-то не очень люблю. Мне больше нравится вот это клубничное молоко. Еще есть с дыней и вот какой-то новый банановый. Не знаю, чем отличается. Я себе возьму кимпап, чамчимая, майонез и тунец. Здесь в холодильниках тоже куча разных напитков, но я уж не буду показывать каждый. Все очень вкусное. Меня спрашивали про вот эти чаи. Я думаю, как-нибудь возьму и покажу, что это такое вкусненькое. Сейчас в этом круглосуточном магазине GS25 дают вместо полиэтиленовых пластиковых обычных пакетов бумажный пакет для того, чтобы спасать море, черепашек. Это очень мило. Раньше я любила больше Сию магазин, теперь мне больше нравится, так мокрая, больше нравится GS25. Вот, потому что они так по-доброму относятся к миру. И что мы взяли? Типичный такой ужин студента. Мой любимый рамен юккэджang. Такой еще есть такой же с кимчи. Раньше он стоил, по-моему, 750. Сейчас он стоит 1100, если я не ошибаюсь. Или раньше 950 стоил. В общем, я заметила, что цены чуть-чуть совсем повысились. Сэндвич. Хэм, чизи, томато. То есть хэм, ветчина, чиз, сыр и томато, помидорка. 3000 вон. Так, еще один такой же рамен. И там палочки для рамена. Кимпап. Кимпап чамчимаю с тунцом и майонезом. Я обожаю тунец и майонез вместе с рисом. Это очень вкусно. Такой будет небольшой перекус или ужин. Не знаю. Будем сейчас ужинать. Доброе утро. Всем привет. Сегодня мы едем с Тимуром в другой город к моей подружке. 1,5 часа на метро, туда-обратно. Очень далеко, но там красиво. Этот город называется Сувон. Там есть старая крепость красивая, очень много интересных улиц. Сейчас уже 9 утра. Я все еще сонная, потому что поспала сегодня всего 5 часов.
Но раз мы в путешествии, позавчера отоспались, вчера поспала нормально, сегодня можно и погулять. Вот, будем, наверное, весь день как-то проводить в Сувоне. Тут еще так интересно, метро построено в Корее. Это, например, первая линия, синяя, но поезд у них, короче, останавливается в разных местах. Например, ну вот мы сейчас садимся... Так, где мы садимся? Вот тут. Мы садимся здесь. И есть вариант, что мы остановимся здесь, либо доедем до сюда. Конечные поезда, то есть бывают разные. Нам вот нужно до этой станции. То есть мы едем в Сувон, значит, нам нужен поезд, который идет в Бёнгчон. Потому что раньше, когда я только приехала в Корею, у меня часто с этой первой линии были путаницы. Например, я хотела поехать, ну вот также в Сувон, но случайно садилась, например, на поезд до сюда. И мне приходилось на этой станции пересаживаться, переходить на другую линию, очень долго ждать. Вот, и видите, какая она длинная, то есть у нее есть несколько поездов. И удобно смотреть вот по этой. Да, удобно смотреть вот по этой табличке, потому что когда поезд приближается, там проговаривают, докуда едет этот поезд. Вот с левой стороны Инчон, Пхёнгчон, опять Инчон. Вот там нужен второй. Потому что раньше бывали путаницы. Мы приехали в Старфилд. Снаружи он такой скучный какой-то, большой. Очень долго сюда доезжали. Но изнутри он должен быть красивым. В Ханое есть точно такой же торговый центр. По-моему, это тоже был Старфилд, если не ошибаюсь. Помню, мы с подругой, когда гуляли, она говорила, что это корейское здание, корейский супермаркет. И вот, видимо, да, это одно и то же. Здесь в основном какие-то брендовые магазины. Ну, мы ничего покупать не будем, просто пришли посмотреть. Вроде как здесь есть H&M. Есть целый магазин для собак, и я уже вижу отсюда очень много разных одежек красивых. Но мы туда заходить не будем, у нас нет собаки. Вообще, как факт, интересно. Здесь даже по торговому центру очень много людей гуляют с собаками, причем самыми разными. И большие, как лабрадоры. Маленьких тоже очень много. На кадре здесь нет, но потому что здесь фудкорт, а вот с другой стороны было очень много собак. Вот там в коляске едет дядечка с собакой тоже. А вот там сверху чепчик красивый, мне очень нравится. Вот такой. И вот капор. Нет, она, по-моему, больше, чем двухэтажная, трехэтажная. Круто. Такие библиотеки большие я люблю. Это та же самая, что и в Платье. Да, я помню, просто здесь она как-то интереснее сделана, необычно. Тоже это больше нравится. Очень большая. Это, получается, книги не продаются, да? Не просто для чтения. Почему? Некоторые продаются, некоторые нет. А, я так понимаю, что там просто тебе новую выдают, да? Потому что здесь код да. какой-то есть. У Оли есть такая штучка от карточек Stray Kids. Вот подружка, мы с ней встретились. Сейчас в Сувон к ней приехали. И пришли кушать. Это пока что закуски бесплатные нам дали. Вроде как кукурузный суп. Пока еще не пробовали. Сейчас остынет, попробуем. Мой любимый панчан — это капуста с соусом. Соусы всегда разные и очень прикольные. Кимчи квадратный. Блин, мы вроде не в Вьетнаме, все равно рычат, да? Ну ладно, это просто у нас здесь идет редька. Или как она на русском называется? Редиска. Редиска. Ну, просто написано было 2 кусочка тонкаса, но я почему-то думала, что его разделят на 2 и будет такой. Есть тонкас? Да. Сейчас посмотрю. Мы с Тимуром взяли, я не уверена, что я вообще это все съем. Вот, будем делиться. Еще соус дают, суп. Короче, офигеть. Я обожаю корейские рестораны. Если вы много кушаете, берите. Такое меню. Ням-ням. Ну, болтать я, наверное, звук уберу. Он берет иногда. Я сплю, его и разные эти. Он посмотрел тоже поинты. С половиной квадратов они такие. Ты где ты такой?
Мы пришли в Сувоне к крепости, да, нам получается, Хвасон или Хвансон? Хвасонмун. Очень красиво здесь. Как будто я один раз где-то здесь проходила, проезжала, но сюда прям внутрь я не заходила. Мы сейчас, наверное, пойдем внутрь и по крепости поднимемся. Что-то напоминает китайскую Великую Стену, но очень маленькая такая миниатюрная корейская крепость. Крепость Хвасон находится в городе Сувон и построена королем Чонджи в конце 18 века. У этой крепости достаточно трагическая история. Отец Чонджо, наследный принц Сада, был казнен по приказу своего собственного отца, то есть дедушка Чонджо. Сада заперли в деревянном сундуке для риса, где он умер от голода и обезвоживания. Таким образом, строительство крепости и дворца в Сувоне было прямым выражением почтительности к своему умершему отцу. Кстати говоря, про короля Чонджа снято немало дорам и фильмов, если вдруг вас заинтересует. Меня вот заинтересовал фильм 2015 года под названием «Трон». Я его точно буду смотреть. Конечно, 100% он разобьет мне сердце, потому что исторические фильмы очень больно смотреть, но с другой стороны интересно. Здесь можно зайти внутрь. Внутри особо ничего нету. Но здесь такая старинная постройка. Зато пахнет деревом очень вкусно. Классно. Вход сюда бесплатный. И вокруг все очень красиво. Мне кажется, в такую погоду как-то приятно. Сегодня не очень сильный дождь. Мелкий. Я очень люблю все вот это. Несмотря на то, что уже потертые такие. А вот эти как будто бы покрашенные. В общем, теперь можно погулять по стене. Главное не упасть. Очень много дедушек с бабушками гуляют. Местные и приезжие, иностранцы тоже чуть-чуть есть. Фотографируются все. Вот так вокруг стены. Красота. 문의 전화 1800-8008. Вот эти так, это мои. Мы едем в автобусе. Вот. Едем в гости к Оле. Там у нее будет котик. Смотрим на котика. Все такое в таблицах. Перекресток, как в Японии. Мы сейчас немножко торопимся. Торопимся к Оле домой. А так мне очень нравится в Сувоне, даже как будто по ощущениям больше нравится, чем в Сеуле. Во-первых, здесь потеплее чуть-чуть. Люди вон в футболках ходят, потому что мы в Сеуле вообще замерзли. Вот. И как-то здесь поспокойнее, что ли, потише. Приятный город. Сейчас я иду, трясусь. Сори. Дай лапу. Дай мою лапу. Левую. Дай лапу. Юй. Кс-кс. Лапу дай. Да ты что? На камеру не хочет, да? Он иногда, когда люди есть, он может начать вредничать. Дай лапу. Ах, ты вредил. всё, да. На. Надо посмотреть. Левый или правый? Ой, ты такой красивый. Ты знаешь, да, что я тебя снимаю? Дай лапу. Дай лапу. Ой, облизывает. У Оли есть 4 коробочки Stray Kids. Туда можно всякую мелочь. Еще раз обновить. Кусочек осени нашли. Немножко листья опадают, но вообще сейчас все еще зеленое. То есть я не успела. Наоборот, я слишком рано приехала. И еще никакого цветения, или как это на русском сказать, никаких осенних листьев нету. Никакой листвы. Здесь сейчас у Компост кофе. Лицо кофейни — это Тэхён. Вот. Красавчик везде, справа, слева. Да. Обычно в Корее, когда заказываешь кофе, вот, через такое приспособление можно сделать заказ. Но здесь только через карту. Можно оплатить, выбрать кофе. Иногда еще можно добавить там себе какие-то опции, например. Как пример. Ладно, не буду показывать. Вот. Американо. Ой. А здесь есть небольшой такой центр. Очень много магазинов, кафешек, ресторанчиков. Мне очень нравится здесь. Вот игровые автоматы. Тоже классное место. Если останется время, то как-нибудь в этой поездке, может быть, зайдем.
В таких районах обычно очень много молодежи, школьники, студенты. Я тоже очень люблю такие районы. Комфортно здесь. У моей подруги дома хранятся мои старые телефоны. Здесь 2 айфона. Это документы из университета. И смотрите, что еще. Книжульки. Чемодан старый. Буду забирать. Ой, блин. Вчера в Дайсе купила себе колготки, чтобы надеть с юбкой. Впервые вижу колготки, у которых верх черный, наподобие шорт, чтобы было спокойно надевать под юбку, а сами они капроновые. То есть всегда беспокоишься, что там у тебя под юбкой торчит и торчит. Даже юбка у меня с шортами, но все равно шорты какие-то не облегающие, а очень широкие. Поэтому теперь будет не страшно ходить, потому что вот здесь у колготок есть такие шортики. Они, кстати, поплотнее, чем сами капроновые колготки. И на картинке еще было где-то нарисовано, что потом, если капроновые колготки оторвутся, либо вам просто они не нужны, можно их отрезать спокойно. Не верится, но сегодня среда, и сегодня очень тепло. Даже, я бы сказала, жарко. Сейчас чувствуется, солнце печет, прям 25-26 градусов показывает. Вот такая хорошая погода. Сейчас пойдем гулять. Очень-очень приятная погода. Не жарко, если не идти по солнцу. Не холодно. К вечеру, конечно, похолодает. Все равно кофточки взяли с собой, но очень приятно. Мы пришли на рынок, винтажный рынок, который называется Донмё. Здесь очень много винтажных вещей, ну, старых вещей, как секонд, продают. И также новых вещей здесь продается много. В основном здесь вначале сидят дедушки. И у этих дедушек, дедушки же покупают разную мелочь, красивые какие-то сувениры, одежду, старые радио здесь можно часто встретить. И внутри уже, если вот так пройти на рынок Донмё, там будут новые магазины с винтажной одеждой. Можно встретить японскую одежду, но она будет уже стоить, наверное, чуть дороже. У меня здесь на Донмё есть любимые книжные магазины. Мы до них дойдем. Нашли мы этот книжный магазин. Также на входе находится много корейских книг, и внутри также есть возможность найти книги на английском. Очень дешевые, кстати. Ну, что-то подороже могут продать. А так в основном я покупала за 3, 4, 5 чёников. Здесь можно, конечно, на очень долгое время застрять. Именно в этом магазине я покупала свои корейские книги, которые у меня сейчас во Вьетнаме лежат. Ну и кое-что из них есть дома в Уфе. Здесь, кстати, очень много японской литературы. Вот, сразу увидела Мураками. Сейчас что-нибудь посмотрим по ценнику, если будет написано. Да, я не знаю, что такое. Мадонна какая-то. 3 чёника. 3 чёника. Состояние, кстати, хорошее. О, вот эта вот книга в последнее время тоже популярная. Вот, только она такая толстенькая. Не буду доставать. Надеюсь, что это более современное, значит, стоит. Красота. Нашла стопку книг по вязанию. Здесь вязание из пряжи, которая, как она называется это? Я забыла, как называется эта пряжа, вот fabric, из которой обычно сумки вяжут. Такое нам не нужно. Тут мыло. Потом вот вижу детское какое-то вязание. Японские журналы, кстати, есть. Пока не знаю, буду покупать или нет. Но сейчас мы идем гулять, поэтому не сегодня. Если что, здесь очень много разных журналов. Камеры продаются. Много разных камер. Здесь еще мало. Обычно побольше можно увидеть. Здесь отдел с сувенирами, с разной керамикой. Такие мне понравились маленькие кролики. Сейчас 2 чёника стоят. Очень милые. И вот хорошая лягушка тоже. Милашка. Сейчас подумаю, может, возьму какую-нибудь. Здесь уже рынок такой, как базар. Люди вот просто в кучках ищут одежду, собирают. Тоже очень много таких отделов. Но, кстати, если долго порыться, можно что-то нормальное найти. Я в студенчестве иногда сюда приходила.
Вот. Но все-таки на вешалках более удобно, когда все висит. Тут уже все такое какое-то старенькое. А вот туда, если вглубь пройти, будут уже модные современные магазины с такой винтажной молодежной одеждой. А так в основном валяются много магазинов всяких, где все вместе с одеждой. Здесь можно найти много брендовой одежды. Вот, например, Stone Island в хорошем состоянии. И, в принципе, будет стоить не очень дорого. Мне почему-то так очень нравится вайб рынка. Вот здесь спокойно. Бабули, дедули ходят, торгуются. Очень мило. Сам рынок очень большой. Здесь можно вообще все, что угодно купить и кушать. Можно покушать вкусные булочки. Мы сейчас пойдем в сторону Тон-де-Муна, перейдем через ручей и, скорее всего, вот по тенечку пойдем, потому что, на удивление, очень жаркая погода. Сейчас заказали мясо через экран, то есть здесь вы можете сами посмотреть меню. Здесь вы можете сами посмотреть меню и выбрать, что вам нужно. Сразу видно удобно по ценам, что вы просто нажимаете, потом готово и оплачиваете. Ну, уже оплачивать в конце, ладно. Здесь просто сами заказ, в общем, делаете. Не нужно ждать официантов. Это очень удобно. И всегда, когда вам что-то понадобится еще, вы можете заказать, и вам потом это принесут. Еще одна моя любимая вещь в корейских метро – это магазины. Здесь очень много разных магазинов с одеждой, с аксессуарами. Также, если вы голодные, можно купить что-то вкусное покушать. Там вот магазины. И вот на ту улицу нам надо. Конечно, народу сегодня очень много. Видимо, во время праздников все отдыхают, идут все шопиться. Блин, придется всех замазывать потом реально. Потому что дедушка уже один погрозился. Куча разной одежды. Цены, кстати, недорогие на Хонда, потому что это молодежный район. И здесь в целом такая одежда для молодежи. Мой любимый район. Магазин. Все равно популярные разные милые такие кофточки, хоть и на Хонде больше популярен такой какой-то стиль 2000-х, уличный, но эти милашные кофты, которые висели 10 лет назад, так и висят здесь. Зашли в один из моих любимых магазинов, называется M Playground. Здесь такая разная одежда, какая-то уличная мода, что-то более женственное. Несколько этажей, очень-очень много разных стилей. И женская одежда есть, и мужская. Лично я фанат мужского отдела, поэтому мы сейчас с Тимуром что-нибудь ему подберем симпатичное. По ценам здесь чуть-чуть подороже, чем на улице. Вот, например, куртка, ну, хотя нормально, 40 тысяч вон стоит. Кофты тоже недорогие. Мужские штаны вот за 40 тысяч. Мы пришли в огромный Дайсо 7-этажный. Я сейчас иду искать пряжу, потому что здесь тоже есть пряжа. Если большой выбор, тогда покажу. Нашла здесь стенд. Он, кстати, не очень большой почему-то в этом Дайсо с пряжей. Все то же самое, кстати, как мы видели. Красивые очень. Это тоже для... Что симпатичная, нет? В основном просто какая-то пряжа для декора. Или для вязания игрушек. Кое-что для шапок есть. Вот такая у меня дома в Вьетнаме лежит. Такая пряжа мне нравится. Вау. Крупная пряжа для вязания шарфиков. Ну так, что-то ничего интересного нету, да? Спицы вот есть интересные на леске. Пришли в пекарню, в которой можно сначала попробовать булочку,
а потом уже ее купить. И нам бабулечка бесплатно раздала, вот здесь 3 парочки, мы и кроме нас еще 2 парочки, всем бесплатно раздала булочки. Попробуйте. Вот я вот эту ела, мне очень понравилось. Давай возьмем вот эту. Она мне вот эту давала. Вкусная. Столько булок. Также получилось, что в этом году Чусок по лунному календарю был на одной неделе с праздником Хангыль. Это день корейского алфавита, который всегда, каждый год проходит 9 октября, а Чусок, получается, был 6 октября. И в этом месяце, точнее в этом году, у корейцев были очень длинные каникулы, и не только как бы работники, там, студенты отдыхали, но и многие заведения поэтому были закрыты, и чисто вот в воскресенье мы прилетели в Корею, и понедельник мы ничего особо не делали, и погода была плохая, сильные прям дожди были, мне было очень холодно, там на кадрах вы, наверное, видели или увидите, поэтому мы, ну, как-то вот в воскресенье и понедельник чисто провели, покушали, немножко прогулялись, попили кофе, ничего такого особого мы не смогли сделать. А дальше уже начиная со среды, четверга была хорошая погода, вот среда, четверг и вторник. Вторник была такая немножко дождливая, мы вот поехали в город, другой в Сувон, а среда и четверг были солнечными, поэтому хотя бы какие-то дни у нас получилось погулять хорошо. Сегодня мы не завтракали, поэтому в 12 часов сразу пришли на такой завтрак-обед в место, где я в студенчестве очень-очень любила кушать. Это, правда, не наш, который возле универа находится, а где мы сейчас остановились. Это такие бургеры из риса. То есть здесь у нас вместо булочки идет рис с кимом, какая-то начинка и сверху опять рис. Очень вкусные, я такое люблю. Стоит недорого. Я всегда ела самый дешевый, но он, по моему мнению, самый вкусный. С кимчи, майонезом. Боже, я так давно мечтала об этом, не представляете. Это очень просто, то есть ты можешь дома сварить рис, туда кима добавить, кимчи, тунец и майонез, еще редьку, или как она называется, редиску желтую. Вот, у Тимура такой более какой-то английский. Получился у меня самый обычный, самый любимый. Обожаю. Мы встретились с Мэйлин. Сейчас гуляем по парку. Мэйлин, 싫어? 여기 나오는 거 싫어? 부끄러워? 오빠가 좀 같이 찍을래? 그래. Сегодня день Хангыля, это день корейского алфавита, поэтому многие отдыхают. Здесь приходят с семьями, и вот люди играют в игры разные. Дети что-то там бегают, прыгают, как классики. Там еще какая-то игра. Я нашла свои любимые шишки. В этот раз, наверное, собирать не буду, они пропадут, потому что здесь очень много деревьев красивых. Это все сосны. Я обожаю эти деревья. Мои любимые. 나? 안에 들어갈 수 있어? Очень красиво в парке. Только здесь проходит какое-то мероприятие, и из-за этого очень много народу. Как тебе? Хай. Вот, это Мэйлин. Я уже вам про нее говорила, я подарила ей сумочку, но она сумку еще не посмотрела. Мэйлин подарила мне лабубу настоящую. Такой милашка розовый. И вот у нее на сумочке есть School Panda. Я очень люблю этих девочек. Очень красивые. Но у меня вообще не было ни разу никакой игрушки такой. Я думала, зачем она мне надо. Но вот подарили. Очень мило. Ела. Я не сняла реакцию Мэйлин, потому что мы сейчас в кофейне, я забыла.
Но она сказала, что ей понравился цвет сумки, потому что у нее вот на своей сумке есть тоже желтая куколка. Желтая куколка. Вот цвет желтый. Мэрин подарила целый пакет с вкусняшками китайскими. Потом буду делать обзор, наверное, или не буду. В общем, здесь разные вот с картошкой, интересные, необычные. Есть острые, она еще говорила, что это острые. Вот это, наверное, острые. Острые. Сиган. Да, 3 года прошло, представляете? Это она меня провожала в аэропорт и не знала, что я еще не вернусь. 사람 많네. 이번 역은 의정부역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. Приехали в родной городок, в котором прожили очень долго во время студенчества. Это мы сейчас идем в подземки, точнее из метро вышли. И когда идешь из метро, например, на улицу, выходишь постоянно, смотришь на вещи. У меня всегда был соблазн что-то купить. Вот, до сих пор все это здесь есть. И уши можно проколоть сразу же. Здесь есть очень большой классный магазин со снеками. Он раньше был меньше, сейчас стал очень огромным. И здесь буквально можно рублей там за 30, 20, за 60. Ну, примерно вот в таком диапазоне ценовом купить разные сладости. Мы обычно здесь печеньки покупали. Здесь тоже небольшой городок. Студентов очень много. Вокруг магазины разные, кафе, рестораны. Чуть подальше пройти будет барная, клубная улица. Мы сюда пришли шопиться, вспомнить молодость, так сказать. Хотя это было 3 года назад всего. В метро, когда выходишь, можно купить напитки холодные и горячие. Очень вкусные есть и очень смешные. Вот, тут тоже есть горячие, холодные. Где-то был невкусный напиток с кукурузой, но сейчас его, видимо, убрали. Не знаю, там был холодный вкусный, но горячий с кукурузой, он странный. Еще здесь как по старинке, может быть, мне кажется, в России тоже раньше такие были автоматы, где берешь кофе, он тебе в стаканчик наливает чуть-чуть. Вот, стоит буквально рублей 30, наверное, стаканчик. И вот так чисто на улице в метро можно купить. Я обычно брала такой кофе, когда мне было холодно, когда я возвращалась с работы домой. Приходилось там, например, очень долго метро ждать. А в Корее, в отличие от, например, московского метро, поезд приходит не так часто. И первая ветка, вот по которой мы обычно ездили, там, с работы до общежития, она, я уже показывала вам, да, до этого, чуть-чуть по-разному работает. То есть она может остановиться где-то не там, где тебе нужно, но при этом заранее объявляют, докуда едет поезд. То есть до конечной, либо где-то останавливается. А в пятницу снова пошел мелкий дождь. И пятница была такая немножко непонятная. Конечно, утром было очень классно, потому что я ездила встретиться с Катей. Оставлю ссылку здесь или картинку на ее канал. Я думаю, многие ее знают, многие ее видели. Мы встретились в интересном районе, который называется Сонсу. Я была там, наверное, всего 1 раз. И мы зашли случайно в какое-то такое красивое кафе, в котором недавно были актрисы из сериала Wednesday. Сейчас снимаю, чтобы не сутулиться. Так,
красивый кардиган такой. Можно его сниму? Я вот без лица сниму тебя, да? Очень красивый кардиган. Мне вообще нравится. И вот так можно поближе посмотрим. А там еще музыка, наверное, заблокируется потом. А корейскую он тоже находит, нет? Красиво, уже вижу здесь с улицы все. Ну, он так немножко. Здесь просто еще так красиво. Он потому что такой какой-то немножко жесткий. А, точно. Вот пряжа. Я тоже буду вязать эту сумку, но я, наверное, во Вьетнаме возьму. Там вот что-то похожее есть, да. Я просто... Есть другой, да? Да. Мастер-класс на ютубе посмотрите. Да. Красивая пряжа. И мне нравится, что здесь сразу представлено, что можно из этой пряжи связать. Что у меня сегодня фокус странный. И вот эти свитера висят сразу здесь. Очень мягкие, приятные. Образцы. Цвета классные. Филипп, что за Филипп? Смотри, тут еще что интересно, то что вот это Филипп, а все остальные это Севи. А, и вот здесь тоже нет. Да, через раз. Филипп, Севи. Интересно. По цветам, да, отличается? Очень странно как-то. Да, чуть-чуть. Необычно. Красивая. И тоже вот можно по QR-коду, да, найти. Севи. Приятно. Магазин. А то у меня ничего не было пряжного за все эти дни. Так вообще много всякого красивого. Вот это мне тоже нравится. Симпатичная пряжа. Что по ценам? 3500. Ромео. Очень красиво. Мне нравится коричневый вот этот цвет. Вот из нее этот шапка, да. Такая вот цветовая шапка. И чепчик тоже красивый, вот этот красный. Чепчики мне вообще нравятся. Я вот сейчас учусь вязать чепчики на спицах и крючком, да. Мне, кстати, кажется, что это будет не тепло. Не тепло, да? Написано эко-фит. Ну вот я пощупала ее, похоже, да. Не шерсть, а что-то. 9 чоников. Ничего себе ценники. Такие прикол. Да. Махер. Тоже хороший. Переходит. Очень красиво. Вот этот зеленый мне нравится тоже. Красиво. О, красиво, да. Мгм. Да, дома висят? Что-то я не замечала как-то. Да. Я у нее сначала хотела вещание, а потом здесь увидела. Мгм. Интересно выглядит. Тоже много разных наборов, спиц, крючков. Вот этот красивый. Вот это тоже спицы красивые. Сет. Тут сейчас покажу, как выглядит. Вот так выглядит. Написано, что это премиум. Премиум сет 140 тысяч вон. Так вот. Сейчас что-нибудь еще посмотрим. Это что-то я мало кому-то показываю. Это уже для брелков разных штучки. И там вот тоже спицы. Это такой красненький. Мне что нравятся цвета у них. Вот этот красный, точно. Розовые тоже есть. Розовый, да. Яркие. Так вот крючок. Ну, все примерно одинаковые, да, 13200. 13200. Такая вот зеленая силк. Одна штучка 4500. И вот из нее можно связать такие вещи. Красиво.
Коричневый тоже симпатичный, но почему-то зеленый с черным прям нравится. Вот эта пряжа мне тоже понравилась. Здесь состав хлопок, полиамид, 70% хлопка, 30% полиамида. И цвета тоже у нее такие приятные. Вот синяя, голубой. Мне вообще нравится, когда сочетаются вместе синий с голубым. Или вот когда вместе разные оттенки. Однотон я люблю, но почему-то в последнее время больше нравится сочетание разных цветов. И вот здесь тоже очень красиво смотрится все вот эти сочетания. Также примеры есть с одеждой, на которые есть мастер-класс от этого бренда Savvy. Что-то у них есть на ютубе бесплатное, что-то вот здесь продается. 600 рублей стоит мастер-класс в бумажном виде. Скорее всего, там тоже прикладывается какой-нибудь мастер-класс на ютубе. Не уверена. Но где-то что-то есть. Вот тоже кофточка из такой пряжи пушистой. Симпатично. Здесь вот все такое разноцветное, но мне кажется, цвета более-менее такие приглушенные. Вот этот очень красивый цвет, такой прям зимний. Представлена пряжа альпака силк, меринос. Пока мне больше всего понравилась, конечно, хлопковая пряжа с другой стороны. Вот это тоже красиво, конечно, но я не знаю, что из этого вязать. Просто так я не буду покупать пряжу. Так, нужно определиться. За таким изделием из мохера придется ухаживать очень тщательно. Я в этом плане не знаю. Пока что ленюсь. Вот этот мне очень нравится, зеленый. Он, видите, с краплениями желтого цвета. Приятный. Сколько стоит? Вот это вот недешево. 12 тысяч вон моточек стоит. Это около, если не ошибаюсь, где-то 720 рублей, наверное. Примерно такая цена. Что-то дешевое, что-то дорогое. Такой ничего не расслаивается. А, да, мне Скручено. тоже нравится такое. Не расслаивается, красиво. Вот из этой. Красиво. Да нет, раскрой. Я не знаю, мне кажется, здесь просто музыка. Я буду ее убирать или нет? А это нет. Нет? Она без слов. А, это специально, да? Да, здесь Они у нас так- ничего не будет. Хорошо тогда. Оставляю звук. Мгм. Такие прям блестящие для сумочек шнурочки. Вот эти вот недорого стоят. Клубочек 3 500. Где-то рублей 200 клубочек. Здесь что-то прям очень такое тусовочное. Да тоже дороже. 8 чоников. Где-то рублей 450. Это так примерно, если правильно в голове считаю. Книги даже. Тоже могут по-разному показывать. Главное, чтобы получалось. Вот эта красивая сумка. Мне тоже нравится. А ты в видео говорила, то, что у кого-то тоже есть. Да, я его видела. Я его тоже видела, да. Красивая очень, мне нравится. Алоха. А вот у меня рафия какая-то, она похожего цвета розового. Просто, да, я не люблю. Не люблю такие цвета, да. Да, вместе связаны. Хлопок и вот это вот. Как она называется вообще? Букле? А, буклешка, точно. Красиво. Мне нравится зеленая вот трава. Красиво. Да. Очень красиво выглядит. И вот это вот. Это вообще что такое? О, он еще видите? Клап, да. А кто вязал? Кто связал? Сейви. Как интересно. Ну, столько людей. Интересно, инфлюенсеры или просто? Себе, видимо. А, подписано, что просто какие-то. Просто люди, да? Да, спешл гест тоже есть. Круто. Круг это, видимо, Мгм. Мне нравится вот этот вот китайский иероглиф. А, нет, это не китайский иероглиф, это цукжи. Мне показалось. Да, очень красиво. Вот лягушка. Это же лягушка, да? Смешно. Как она упала, да? Кейки. Что такое? Аккуратненькое. хорошая идея. Да, мне кажется, весело объединяет. Открыть так сделать, Да. чтобы все что-то вложили. Очень мило. Тут еще так тихо. Вот это мы в зеркале.
Сейчас посмотрю. Ой, она такая тепленькая. Не теплая, а плотная. Да. Просто вот даже иногда не додумалась бы, наверное, из такой пряжи шапку связать. Вот такое люблю. Я вот что-то похожее, ну не совсем спицами, да. Вяжу, мне нравится. Ну, такой у тебя точно получится спицей. Да, она, в принципе, не сложная. Так кусок, если трогать, какая-то не очень приятная она. Колючая. Ну, я не могу такое носить. Да, мне что-то не очень нравится. Хотя вот здесь, ну так, Потому что я все равно чувствую. колючка. Похоже на Ализе. 환원도 교정은 영수증 하단 확인해 주시고요. 영수증 지참하시고 당일에 라운지 방문하시면 20% 할인 네, 받으실 수 있으세요. 감사합니다. 1,000원이고요. 제품 무상봉투만 담아드릴게요. На рынок мы пришли уже поздно. Видите, все магазины закрылись, позакрывались. Здесь все должно быть пряжа. Но сейчас остались открытыми только некоторые какие-то магазины. Вот тут что-то для сумочек. Смотрите, как много. Ой, мне, кстати, вот что-то похожее было, из которой я вязала. По-моему, это даже она была, вот эта серебряная металлик пряжа. Либо вот эта. Верхняя больше похожа. Вот. 안녕하세요. 안녕하세요. 뭐가 필요하실까요? Тут вообще все, видите, блестящие. Сверху ниточки блестящие, сумочки блестящие. Очень много блестящей пряжи. Вот они потихоньку все закрываются. Пока что вижу только пряжу для сумок. Мне, в принципе, пряжа для сумок не нужна особо. Тут тоже, видите, квадратики висят. Наши с вами любимые. Вот такой вот. А еще корейцы очень любят вязать губки разные и игрушки из вот такой блестящей пряжи. Она, в принципе, и в Дайсе продается. Достаточно неплохая. Ну, вот так вот все грустно. Вы представляете, когда здесь все открыто, и очень-очень много пряжи разной. Вообще глаза разбегаются. Сегодня не получилось, как-то грустно. Здесь образцы висят. Образцы висят. Тоже что-то интересное. Вот это очень мягкое что-то. Прям очень мягкое. Это какие-то вот местные ткани прикольные. Вот. И... А, это не пряжа даже. Это, получается, куски, что ли, ткани, я так понимаю, продают. Очень странно, потому что, видите, там... Возможно, это можно на заказ просто сделать. Непонятно. Но выглядит все очень красиво. Не похоже просто на пряжу, которую продают клубочками. Просто ткани. Необычно как-то. Ну, там что-то еще открыто, но какие-то большие клубочки. Мы, конечно, поздно пришли сегодня уже к закрытию. Тут уже вон какие огромные моточки продаются. Тут тоже все для сумок. Вот такие сумки они очень любят вязать. Сегодня пришли еще в одно любимое место. Это китайская еда. Маратан. Либо на русском малатан. В общем, набираешь в эту корзинку все, что хочешь. Отсюда разную зелень, мясо. И потом на кассе там уже выбираешь, какую тебе лапшу нужно, и бульон. Очень вкусненько. У меня такая достаточно большая корзина, даже больше, чем у Тимура получилось. А мясо уже выбираешь на кассе, и вид бульона по остроте тоже там же. Смотрите, какая тарелка просто. Вот у меня рука такая маленькая и огромная тарелочка. У Тимура острый. Я тоже люблю острый, но 0 мне тоже нравится. Здесь, в общем, можно выбрать остроту. 이거 이름이 뭐지? 호바로. 호바로. 맛있다. 돼지고기지? 돼지고기. 먹을 수 있어. 걱정 마. 아니야, 돼지. 포크 먹을 수 있어? свинина. 안 돼? свинина. Вся мокрая. 뽀뽀 많이 해줘.
내일 집에 가니까 뽀뽀 많이 해줘. 나도. 우리들 너무너무 슬퍼. 그쵸. 우리도 슬프고 막도 슬프고. 돈 많이 벌게요. 그렇죠. 화이팅. 돈 없어도 돼. 그냥. 오케이, 알겠어. 그래. 좋아요. 오케이. Сегодня суббота, мы вечером уезжаем. Но до аэропорта ничего, очень долго ехать, поэтому мы сейчас быстренько бежим пообедать. Сейчас почти час. И потом поедем уже в аэропорт. Бегом-бегом. Сегодня в отъезд погода такая приятная. Солнышка нету, мелкий дождик утром был. Сейчас просто прохладно. Вот так. Очень удобно, что здесь в метро на станции Seoul-Ryok, Seoul Station, есть такая штука, по которой можно чемоданы свои ставить и не поднимать их постоянно. Очень удобно. Идем. Все, приехали в аэропорт. Аэропорт, конечно, огромный. Сейчас еще идти искать, куда нам нужно. Но здесь очень комфортно. Спокойно. Мы сейчас, конечно, уже не успеем посмотреть, но здесь есть бесплатный музей такой небольшой. Просто голограмма. Для детей, мне кажется, интересно зависнуть. Вау, это же как в Японии, да, вот эти вот инсталляции, получается, кабины. Жалко, что не успеем. Ничего не успеваем. Ну и такое небольшое заключение после всех тех отрывков, которые вы посмотрели. По моим ощущениям, что в Корее ничего особо не изменилось. Цены только чуть-чуть, вот совсем чуть-чуть за 3 года подросли, но я бы сказала, что это на очень мало. То есть вот, например, кофе было 60 рублей, так скажем, да, стало 70. Примерно вот так, то есть не очень сильно. Не знаю, как на квартиры, но, в принципе, вот подруга, которая снимает, сказала, что нормально. Как стоила квартира, так и стоит. Чуть-чуть там где-то что-то подскочило, и по сравнению с тем, например, что я ездила в Корею первый раз в 2016 году, тогда было дороговато ехать из России. Сейчас как будто бы с нашими ценами уже Корея кажется не такой уже дорогой, ну, с зарплатами, конечно, да, там придется немножко помучиться. Просто меня тоже многие спрашивали в Инстаграме, в DM писали, как много я потратила, сколько примерно нужно на поездку в Корею. Все зависит лично от вас, потому что мы ездили на 1 неделю вдвоем. Мы снимали не отель, не апартаменты, мы снимали как бы апартаменты, где шерят комнату. То есть там хозяева жили, кореец с китайцем в одной комнате, в другой комнате мы с Тимуром, и 3-я комната пустовала, туда заселилась только девушка, когда мы уже выезжали в тот день. И там, получается, одна огромная кухня и 2 общих туалета, 2 общие ванны. Мне было так, на самом деле, спокойно. Я первый раз так шерила комнату, квартиру точнее, было немножко страшно. Ну, то есть непонятно, какие там те соседи попадутся, а так в целом нормально. Если хорошие хозяева, хорошие люди попадаются, тогда нормально. Ну и по отзывам смотрите. Мы нашли квартиру на сайте Agoda. Единственное, там нельзя оплатить русской картой. Если кто-то собирается в Корею и хочет найти недорогое жилье, можете написать мне, я эту квартиру скину. Вот, советую. На питание тоже абсолютно по-разному. Мы всегда питались только в таких местах, короче, очень традиционных корейских местных кафешках, которые стоят недорого. Я бы даже сказала, что там намного дешевле питание, чем в Уфе даже, и уж точно, чем в московских ресторанах. В общем, там будет все зависеть от того, в какое вы место идете. Конечно, в ресторанах и в каких-то фэнси-кафе будет очень дорого, дороже, чем вот в таких местах. Поесть мясо тоже, самгёпсаль будет чуть-чуть дороже, чем в обычном месте. Кофе тоже зависит от того, куда вы идете. Либо вы идете в красивую кофейню инстаграмную, где, например, чашка американо будет стоить примерно рублей 250-300 рублей. Или вы идете в обычную кофейню, где чашка американо будет стоить 150 рублей. Вот я такие кофейни люблю. Опять-таки Мега Кофе, The Venti, Композ и вот всякие такие
такие. На самом деле мне очень много всего хочется сказать про Корею, вообще очень много чего есть сказать об этой стране, но так как у меня вязальный канал, давайте, наверное, перейдем к покупкам. Я хочу показать пряжу. И покупок было на самом деле не так уж и много, потому что я посетила только один магазин, и также в корейском магазине, который называется Daiso. Это что-то типа фикс-прайса, но это очень фэнси и такой лакшери фикс-прайс, который меня удивил сейчас, потому что за 3 года качество как будто бы стало лучше, стало больше каких-то интересных вещей и даже косметики. Ну, давайте начнем как раз-таки с пряжи, которую я купила в Daiso. Я взяла всего 2 моточка. Это вот такой голубой моточек и такой же белый. Скорее всего, это просто акрил. Да, акрил. Акриловая пряжа для вязания декора. Там еще примеры есть и штрих-код. Можно по штрих-коду найти мастер-класс на ютубе бесплатный по вязанию Christmas орнамента из этой пряжи. Вот я как раз-таки буду вязать какой-то новогодний декор, еще не знаю что, просто очень напоминает какой-то снег, снежинки, что-то такое красивое хочется делать. Там, по-моему, по штрих-коду выводит на веночек, вот этот вот веночек, который еловый висит на дверях. Не знаю, буду ли я вязать венок таких цветов, в общем, придумаю, что из этого делать. Очень красивые оттенки, мне нравится, прям снегурочка какая-то. В магазине Sevi, в котором мы были вместе с Катей, я взяла 2 моточка пряжи. Я достала, чтобы показать поближе, не знаю, насколько будет хорошо видно. У меня сейчас, правда, свет немножко, вот за вами стоит желтого цвета, наверное, будет не очень красиво передавать. Взяла базовые цвета, черный и белый. Белый такой не кипельный, а немножко молочный, какой-то, может, слоновая кость. Ну, даже не совсем жемчужный, я бы сказала, наверное, белый жемчужный, очень красивый. Состав не прям шелк, я не знаю, оно называется просто такая шелковая какая-то нитка. Состав, так где состав? Вискоза 50% и акрил 50%. 65 граммах, 325 метров. В общем, я так и не решила же, что я буду вязать, поэтому я взяла просто какую-то такую универсальную пряжу, ну не совсем универсальную, а универсальную по цвету, чтобы я смогла что угодно из этого придумать, потому что я там ходила по магазину, что-то так и не могла решить, понять, но мне очень понравилась именно вот эта пряжа, поэтому я ее взяла. Дальше мне Катя подарила такой красивый проектный мешочек, и в этом мешочке 2 клубочка букле, буклированная пряжа, такого красивого розового пудрового цвета. Катя уже там накидала мне немножко идей, что можно из нее связать, например, какую-то панаму, шарфик, или, может быть, думаю, можно связать из нее сумку. Как-то даже, знаете, на самом деле, пока я ходила по этому магазину красивому, у меня не было такого, чтобы прям слюни текли, и я хотела вот это и то. Очень странно, я просто наслаждалась тем, как эта пряжа выглядит, но себе все это как бы иметь мне не хотелось. Как-то очень странно, я не знаю. Может быть, там просто не было того, что я действительно очень сильно захотела. Вот эта пряжа мне понравилась, поэтому я ее взяла. И на этом с пряжными покупками все. В целом мы даже не так уж много разных покупок делали. Там Тимур себе что-то купил для компьютера, чуть-чуть по одежде. Я из одежды купила себе только вот этот лук, юбка, гетры и кофта. Все. Больше я никакой одежды не брала. Я хотела показать вам ханбок с примеркой в этом видео, но оно получается очень-очень длинным, а про ханбок хотелось бы немножко подробнее. Поэтому про ханбок и свои косметические покупки я расскажу в следующем влоге вязальном. Просто вставлю небольшую вставку, потому что это видео действительно получается очень длинным. Конечно, недели не хватило. Не хватило. Сначала время тянулось очень медленно из-за этих дождей, потом все как-то быстро, и только в пятницу начала осознавать, что скоро уже уезжать. Хотя, знаете, мне не было так сильно грустно, и сейчас мне не сильно грустно, потому что я знаю, что Корея здесь рядом, лететь 4,5 часа. Хотела еще, знаете, что уточнить, что туда мы летели на вьетнамских авиалиниях, Вьетджет называется. Обратно мы летели на новые для нас авиалинии, это Air Premium. Я первый раз на ней летела, и мне она очень понравилась. Там был телевизор. Во-первых, в вьетнамском не было телевизора, и в вьетнамском самолете вообще нас не кормили, даже не давали воды. Это все было за отдельную плату. Хотя в этом Air Premium, по-моему, билет был чуть-чуть дороже, чем на вьетнамском самолете. Нас даже покормили, хотя я не ждала, что нас будут кормить. Я была очень удивлена, что нас покормили. Весь полет я смотрела фильм
Зря, наверное, выбрала этот фильм, потому что я весь полет ревела. Практически половину фильма я ревела. Фильм называется «Таксист». Я почему-то думала, что это достаточно позитивный фильм, потому что начало было такое хорошее, яркое, а потом... Во-первых, этот фильм основан на реальных событиях. Я не буду здесь спойлерить, посмотрите, очень интересно. Я люблю такие фильмы, которые раскрывают историю страны. Это, конечно, очень больно смотреть, но... Такое, мне кажется, нужно знать, если вы интересуетесь этой страной. Вот, фильм супер, но готовьтесь плакать. Если вы очень чувствительный, мой парень тоже рядом сидел, смотрел, он говорит, что прям слезились глаза, он не плакал, я прям ревела. Вот так сидела, ревела, спряталась в капюшоне. Ну, конечно, самое приятное было то, что я наконец-то общалась с корейцами. Здесь они, конечно, тоже есть, но как-то странно подходить во Вьетнаме к корейцам, там что-то спрашивать. А там, ну, как бы ты вынужден на кассе, и так далее. Я очень люблю разговаривать с корейскими бабушками и взрослыми женщинами. Ну, как-то с ними, не знаю, интересно, что ли, есть о чем поговорить. С молодыми непонятно, о чем разговаривать. Как-то так получается. В общем, я очень рада этой поездке. 3 года, которые мы там не были в Корее, прошли очень быстро. Я почему-то думала, 2 года мы там не были, оказывается, 3 года. Мэлин там показывала видео, как она меня провожала в аэропорт. Это было, по-моему, 27 декабря, что ли, или 24 декабря. В общем, время очень быстро летит. Нужно ценить каждый день, каждый момент своей жизни. Я очень люблю и ценю все, что у меня есть. И вам желаю всего прекрасного. Встретимся в следующем видео, которое будет уже 100% только вязальным. Уже начинаю потихонечку снимать. Хорошего настроения и всем пока. До встречи.